Ты находишь золото, настоящее, весом в тонны, стоимостью в миллиарды. Кажется, вот оно счастье. Но именно с этой секунды начинается самое трудное. Потому что клад — это не просто металл, это история, у которой сразу появляется 10 хозяев. Государство, на чьей земле лежала находка. Компания, которая искала ее 30 лет и вложила в поиски миллионы. Страна, откуда этот металл когда-то вывезли силой, еще при живых свидетелях завоевания. И даже потомки тех, кто добывал его в шахтах 500 лет назад, под плетью надсмотрщика. Сегодня они точно так же приходят в суд и требуют свою долю. 7 историй, 7 стран Южной Америки, от гор Перу до побережья Бразилии. 7 разных законов, которые по-разному отвечают на один и тот же вопрос. Кому принадлежит то, что случайно нашли на дне моря или в земле под ногами? И почти в каждой из этих историй ответ на этот вопрос до сих пор не окончательный. У берегов Чили эта история начинается 27 июля 1770 года. Торговое судно идет из Испании в Перу, груженное под завязку. Хрусталь, столовое серебро, мебель из ценных пород дерева, ножи, кухонная утварь, одежда, шитая золотом. Почти 700 тонн груза. Представь колонну из полусотни большегрузных фур, и все они разом уходят под воду. У берегов Курепта корабль тонет во время шторма. 200 с лишним лет он лежит на дне, обрастает легендой. Из поколения в поколение местные жители провинции Маули пересказывают историю о затонувшем богатстве. Так эта история и живет, как семейное предание, а не как факт из учебника. В 2004-м за дело берется необычная команда. Геологи, морские биологи, юристы, инженеры. И что особенно странно, 4 охотников за метеоритами. Они заявляют права на находку и подают в суд. И что самое удивительное, суд города Курепта встает на их сторону. Здесь и начинается юридическая ловушка Чили. По гражданскому кодексу страны находка клада делится пополам между нашедшим и владельцем земли. Простое правило, известное еще со времен Древнего Рима. Но есть другой закон. Закон 1970 года о национальных памятниках. Он говорит прямо: если находка признана археологическим памятником, она автоматически, в силу самого закона, становится собственностью государства. Без единого песа компенсации нашедшему. Показательно уже то, кто вообще собрал эту команду охотников за орифламой. Обычно такие группы состоят из профессиональных водолазов и историков. А тут костяк – люди, ищущие метеориты, то есть привыкшие получать награду просто за то, что нашли упавший с неба камень раньше других. Для затонувшего корабля этот принцип уже не работает так однозначно. 2 закона, 2 логики, и апелляционный суд Талька пересматривает решение первой инстанции. Спор тянется годами. К тому моменту со дна успели поднять лишь фрагменты хрусталя и обломки дерева. Основной груз серебра и позолоченной одежды так и остается на илистом дне, заложником этого противоречия. А Чили с тех пор служит хрестоматийным примером того, как 2 статьи в законодательстве одной страны могут воевать друг с другом за одну и ту же находку. И это только начало. Дальше страна, где 2 охотника за сокровищами гнались не за морем, а друг за другом. В Эквадоре все начинается 16 октября 1654 года. Флагман испанской южноморской армады, огромный галеон Хесус Мария де ла Лимпия Консепсьон, везет серебро из Перу в Панаму, металл, который потом должны переправить через перешеек и погрузить на корабли, идущие уже прямиком в Испанию. Шторм. Судно разбивается о рифы у побережья Чандуй. Капитан Франсиско де Соса спасается и успевает передать точные координаты гибели корабля. Но технологий для подъема в 17 веке еще нет. 3 столетия легенда лежит на дне, обрастая слухами о золоте, которого, если верить архивам, на борту могло и не быть. Вез-то галеон в основном серебро. По закону Эквадора при находке нужно сразу же отчитаться властям, работы приостанавливаются до экспертизы. А в 90-е годы страна разрешает частным компаниям концессии на поиск на своих условиях. Находишь – половина твоя, половина государству. Ноябрь 1996-го. Норвежская компания Коинт заявляет, что первая обнаружила галеон и тут же выпускает акции на $10 миллионов под будущий подъем груза. Но через 2 дня о том же самом заявляет другая фирма – Sub America Discoveries, во главе аргентино-американская пара Густаво и Мария Кристина Моро.
У них на руках документ, поданный министру обороны на 2 дня раньше конкурентов, и 86 предметов в качестве доказательства. Начинается настоящая гонка на выживание. Саб Америка побеждает в бюрократической схватке. Но выясняется, что часть находок извлечена без разрешения, без присутствия чиновников Института культурного наследия. Скандал. По закону, военно-морской флот обязан присутствовать при половине всех работ, а на борту исследовательского судна «Эксплорер» в это время едва держится на ногах от качки один единственный сонный солдат, приставленный для надзора. В итоге найденные серебряные монеты неровной чеканки Потоси, известные как макукины, осколки посуды, пушечные ядра делят пополам, как и требует закон. Половина уходит в хранилище Центробанка в Гуаякиле, а компания, не дожидаясь продолжения истории, просто покидает страну. Занавес. Но самое интересное, что сам галеон, судя по всему, так до конца и не подняли. Настоящий клад, оцененный разными источниками от 4 до 7,5 миллиардов долларов, остался там же, где и был, на дне под грузом бюрократии. Получается странная картина. За право поднять сокровища дрались 2 компании с разных континентов, а в итоге в музейных запасниках Эквадора осела лишь горстка монет и черепков, сумма, несопоставимая ни с одной из названных цифр. Из океана на сушу. Следующая история про камень, ради которого подделали документы целой страны. В Бразилии, 2001 год. Городок Пиндабасу на севере штата Баия. Из земли достают глыбу зеленого камня весом почти в 380 килограммов. По весу это как 2 взрослых холодильника, поставленных друг на друга. Изумруд не ограненный, не отшлифованный, просто необработанный кусок породы. Но настолько крупный, что специалисты сразу называют его национальным достоянием Бразилии. По конституции страны минеральные ресурсы принадлежат Федерации, Союзу, а не отдельному штату и уж тем более не частному лицу, которое его выкопало. Вывоз таких находок без разрешения – прямое преступление. Но в 2005-м изумруд все равно оказывается в США. По поддельным документам, обычной контрабандой, спрятанным среди прочего груза. Но пока Бразилия судится с контрабандистами у себя дома, в Америке разворачивается отдельный цирк вокруг самого камня. В 2005-м, едва пересекши границу, изумруд попадает в Новый Орлеан, и там его буквально топит ураган Катрина. Камень несколько дней простоял под водой в затопленном хранилище. Дальше серия сделок, залогов, невыплаченных обязательств. Один заявляет, что заплатил $60 тысяч и его обманули. Другие говорят, что получили камень как залог под несостоявшуюся сделку на $1,5 миллиона за партию бриллиантов. В 2008-м некий бизнесмен заявляет в полицию о краже камня со склада под Лос-Анджелесом. Шерифы находят изумруд в хранилище в Лас-Вегасе и с тех пор держат его под замком. За следующие 6,5 лет права на камень предъявит 9 мужчин, 1 женщина и 3 компании, не считая самой Бразилии. В 2015-м суд Лос-Анджелеса наконец называет законного владельца среди частных претендентов – компанию FM Holdings. Но это не конец. Бразилия параллельно ведет собственное дело, настаивая, что камень – национальное достояние, украденное контрабандой и не может быть предметом частной сделки в принципе. В 2017-м бразильский суд осуждает предпринимателей Элсона Алвеса Рибейра и Руя Сарайву Филью за скупку краденого и подделку документов и требует вернуть изумруд на родину. Юридическая машина 2 стран буксует еще почти 8 лет. И только в 2024-25 американская сторона, наконец, официально закрывает дело. Камень весом в 380 килограммов, оцененный то в 400 миллионов, то почти в $1 миллиард, оценки сильно расходятся, отправляется обратно, чтобы занять место в экспозиции Национального музея в Рио-де-Жанейро. 20 лет ради одного куска зеленого камня. И это еще не самая долгая тяжба в нашем списке. Дальше будет история, где счет идет уже на века. В Колумбии, 1890 год. Местечко Ла-Солидад, рядом с городом Финляндия. У Акерос, расхитителей гробниц, местный колумбийский промысел с многовековой историей, вскрывают 2 захоронения доколумбовой культуры Кимбая. Внутри золотые украшения, антропоморфные и звериные фигурки, поропа для извести, сосуды тончайшей работы, датируемые IV-VII веками нашей эры. Среди находок поропа – сосуды для извести, которую жевали вместе с листьями коки.
Нагрудники тончайшей чеканки, фигурки людей и животных, украшения для носа и ушей. По оценкам археологов, это одна из самых совершенных коллекций доколумбового золотого литья на континенте. Техника такого уровня встречается нечасто даже среди находок из Перу и Панамы. Колумбийское правительство выкупает часть находки у самих же грабителей уже в 1891. А ровно через год президент Карлос Ольгин дарит всю коллекцию – 122 предмета чистейшего золота испанской короне. Официальная причина, которую сам президент назвал благодарностью, Испания помогла уладить пограничный спор Колумбии с Венесуэлой. Коллекция не пробыла на родине и 2 лет. При этом до музея в итоге доехала лишь 1/5 часть от всего, что нашли. Остальное скупили частные коллекционеры или попросту переплавили в слитки. Уцелевшая часть до сих пор хранится в Музее Америки в Мадриде. Десятилетиями это считалось закрытым вопросом, пока в 2006-м колумбиец Фелипе Ринкон не подает иск в Конституционный суд, утверждая: подарок 1892 года нарушал тогдашнюю конституцию страны. В 2017-м суд соглашается: да, передача была незаконной с самого начала. Официальное требование о возврате золота Колумбия направляет Испании только в мае 2024-го и удачно попадает в момент, когда сама Испания как раз запускает политику деколонизации музеев. Спор идет прямо сейчас, и в отличие от истории с изумрудом, конца ему пока не видно. У Акерос из этой истории нашли золото 135 лет назад. А теперь снова в Южную Америку, но уже к серебру, добытому руками их предков в шахтах Потоси. Следующая история тоже про Перу, хотя сам корабль затонул совсем на другом континенте. 1804 год. Испанский фрегат гибнет в морском бою с англичанами у берегов Португалии. Взрывается почти мгновенно. На борту почти 600 тысяч монет, в основном серебряных, немного золотых. Это серебро добывали и чеканили не в Испании, в Перу и Боливии, в шахтах бывшего вице-королевства руками индейцев Анд, в буквальном смысле на износ. В 2007-м американская компания Odyssey Marine поднимает груз 17 тонн монет и тайно вывозит в США грузовыми самолетами, даже не раскрывая, с какого именно судна взяты монеты. Публике операцию представляют под кодовым названием «Черный лебедь», без единого упоминания настоящего имени затонувшего фрегата. Испания докапывается до правды и подает в суд, ссылаясь на суверенный иммунитет. Военный корабль, даже затонувший 200 лет назад, навсегда остается собственностью государства своего флага. Американский суд соглашается, все монеты возвращают Испании. Министр образования Испании тогда же прямо заявляет: сокровище может вернуться в Латинскую Америку разве что во временное пользование, не более того. И вот тут в дело неожиданно вступает Перу. Логика простая. Серебро добыто на перуанской земле, трудом перуанских предков. Почему оно должно достаться Мадриду, а не Лиме? Перуанский иск в американском суде отклоняют. На момент гибели корабля территория современного Перу формально была испанской колонией, а значит, юридически весь груз все равно принадлежал короне. 500 миллионов долларов серебра и ни одной монеты странам, где это серебро когда-то добывали. Эта же боль, украденный труд предков, всплывет еще раз в самой громкой истории этого видео. Но сначала про золото, ради которого гонка шла не между странами, а между грабителями и наукой. Декабрь 1986-го. На севере Перу, в местечке Уакарахада, Уакерос находят захоронение и начинают методично его грабить. Работают на месте день за днем, буквально делят участок на лоты, как на стройке. Золотые маски, украшения продают перекупщикам. Часть предметов почти сразу уходит за границу, в Германию, коллекционеру Антону Рёклю, который платил наличными прямо на месте передачи товара. В феврале 1987-го полиция проводит облаву на дома грабителей и изымает часть золота. И среди ночи звонят археологу Вальтеру Альве: «Приезжай немедленно, есть находка». То, что он увидел, вошло в историю как одно из важнейших открытий Южной Америки XX века. Нетронутая гробница владыки Сипана, погребение культуры Мочека, примерно 3 век нашей эры. Золотые украшения, головные уборы, скипетры. То немногое, что грабители просто не успели вынести. Дальше не суд, а самая настоящая осада. Альве и его команде начинает угрожать убийством, работать приходится под постоянной охраной полиции.
По перуанскому уголовному кодексу разграбление древних захоронений – уголовное преступление, до 8 лет тюрьмы. Никакой доли находки грабителю не полагается ни при каких условиях. Но закон не остановил тех, кто уже вынес золото за пределы страны в 1987. К 2007 году на месте раскопок нашли и восстановили уже 14 погребальных комплексов. Для них построили отдельный музей. А часть похищенного золота по сей день оседает в частных коллекциях за рубежом, и Перу годами добивается его возврата через суды и дипломатию. И это не единственный такой случай в тех же местах. Годом раньше, в 1987-м, тот же коллекционер Рёкль скупил золото еще с одного разграбленного памятника неподалеку, с местечка Ламина в долине Хекетепеке. Головные уборы, маски, ожерелья ушли в Германию тем же путем, контрабандой, через посредников за наличные. В отличие от Сипана, точное расположение Ламины наука так и не установила заново. Грабители сработали быстрее археологов и не оставили ни следов раскопа, ни привязки к местности. Золото есть, происхождение известно, а сам памятник для науки фактически потерян навсегда. 6 историй позади. Осталась последняя, самая большая, самая дорогая и до сих пор совершенно нерешенная. И снова Колумбия. 8 июня 1708 года испанский галеон «Сан-Хосе» возвращается из Панамы в Картахену с грузом, собранным по всей Испанской Америке. Золотом, серебром, изумрудами, предназначенными королю Филиппу V на войну за испанское наследство. У острова Бари его перехватывает британская эскадра под командованием Чарльза Уэйджера. Бой длится около 2,5 часов. Взрыв пороховых погребов. Корабль тонет за то время, что нужно, чтобы прочитать одну короткую молитву. Из почти 600 человек на борту спаслись только 7. Груз оценивают по-разному – от 4 до 20 миллиардов долларов, в зависимости от методики подсчета. И это, по самым смелым прикидкам, сопоставимо с золотым запасом небольшого государства, целиком лежащим на дне у берегов Картахены. По некоторым архивным данным, на борту было свыше 11 миллионов золотых и серебряных монет. В 2015-м колумбийский военный флот объявляет «Галеон найден», и начинается спор сразу на 4 стороны. Колумбия ссылается на закон 2013 года. Все найденное в ее водах автоматически становится неотчуждаемым национальным наследием. Президент Густаво Петро прямо заявляет: план поднять сокровища до конца 2026 года. Испания настаивает, это был военный корабль под испанским флагом, а по нормам ЮНЕСКО такие суда навсегда остаются собственностью государства флага, независимо от того, сколько веков они пролежали на дне. Американская компания Sea Search Armada заявляет, что нашла те же координаты еще в 1981-82 годах, задолго до новых колумбийских законов, и требует свою долю, оценивая ее в миллиарды долларов. А боливийский народ кечуа Кара-Кара, коренные жители земель вокруг Потаси, обращается в Межамериканскую комиссию по правам человека. Серебро и золото добыты трудом их предков, в условиях, которые сегодня без всяких натяжек назвали бы рабским трудом. Их представители специально ездили в Колумбию, чтобы лично встретиться с чиновниками и настоять на своем участии в деле, хотя сама Боливия даже не граничит с местом крушения. Спор идет прямо сейчас. Обломки лежат на глубине почти 600 метров. Зона, где царит полная темнота и огромное давление, куда человек нырнуть просто не в состоянии. Работать там могут только роботы. И совсем недавно такие подводные роботы наконец подняли со дна первые артефакты – бронзовые пушки, фарфор, монеты колониальной чеканки. У Сан-Хосе был двойник – галеон Сан-Хоакин, шедший в том же конвое с не менее ценным грузом. И до сих пор точно неизвестно, найден ли он вообще или лежит где-то рядом еще не тронутый. А кому в итоге достанется все поднятое со дна золото, вопрос, на который за 10 лет так и не нашли ответа. 7 стран, 7 законов и один и тот же вопрос без единого правильного ответа. Кому принадлежит то, что однажды уже кто-то нашел на чужой когда-то отобранной земле? Одни находки возвращаются домой спустя 20 лет судов, другие лежат на дне еще 3 столетия, пока государства и компании спорят, кто первым назвал координаты. А какие-то, вроде золота Сипана, так и остаются наполовину в музее, наполовину в частных коллекциях за океаном, вне досягаемости любого суда. Все источники и официальные страницы музеев, где сегодня хранится то, что удалось вернуть, в описании под видео.